Выплыл я, значит, с утреца покидать немного спиннинг. Ну и вот, докидался. Такой вот монстрик очередной. Вот она. Здоровая. Ну, наверное, 1,5 килограмма-то будет в ней. Как минимум. Я думаю, 300 кило, 500. Нормально, самое то. Пойдет. Сейчас буду ее высвобождать. Зацепилась-то она не очень сильно, кстати. Хорошо, что удалось ее вывести. Ну, без сачка, конечно, было бы тяжело. Ну и буду прям сразу чистить, все делать. Потому что, чтобы чешуя не прилипла. У меня еще осталось тесто. Сейчас хлеб сделаю, а потом займусь рыбой. Ну, голову и хвост сварю. Тут голова здоровая. Очень даже здоровая голова. Хвостик тоже ничего. То есть у меня будет и суп, и второе. И сейчас хлеб поем. Еще яйца у меня остались. Так что, в общем-то, здесь можно жить нормально, со спиннингом-то. Жалко, я не половил совсем на поплавочную удочку. Ну, другой раз. Другой раз. Может, конечно, сегодня всподоблюсь, но не знаю. Вон, сегодня вот такая вот красавица. Вон. Нормальная такая щука. То есть я тут поймал как минимум 3 крупных щуки хороших. Это вот из крупных наиболее мелкая, пожалуй. Те были еще крупнее. Но все равно, это я считаю такой размер вполне, ну, пригодный для употребления в пищу. То, что меньше, уже под вопросом. То, что больше, ну, я там не знаю, может, какая на 5-10 килограмм, там огромная, они уже жесткие. Мне еще пока не доводилось таких ловить. Может, как и получится. Ну вот на такой вот спиннинг маленький, маленькая катушечка, тонкий шнур. И выловилась вполне себе нормальная рыба. Причем сегодня как было интересно. Я забросил спиннинг прям, ну, первый раз. И поймалась. Вот, вероятно, она же и поймалась. Ну, далеко. И она начала прям сразу выпрыгивать из воды, бросаться. И оторвалась, короче. Не удержал я ее. То ли слабо зацепилась. Я по круг проехал, туда-сюда покидал, вернулся в то же место, кинул и смотрю опять. И опять такая же борзая, такая же активная щука билась, как не знаю что, рвалась. Ну, попала в сачок. Теперь ее участь предрешена. Она будет употреблена в пищу. Это, конечно, может быть суровая для щуки, но такова вот реальность. Реальность такова. Так что выезд сегодняшний был весьма удачен. Буду заниматься делами. Кстати, сегодня последний день. Последний.
Не боюсь этого слова говорить, последний, а то есть люди, которые, ой, крайний, крайний, все чушь и фигня. Когда придет время, тогда и придет. Что ни говори, крайний, последний. Еще я могу понять, летчики, там саперы, еще кто-то, у них профессиональный, так сказать, ну, сленг такой вот, так принято в их среде. Но когда люди, не имеющие отношения ни к армии, ни к флоту, ни к авиации, начинают говорить крайний, ну, что у тебя там крайний? Что у тебя крайний? Стакан крайний, что ли? Что у тебя крайний? Ты не имеешь к этому отношения, не выпендривайся, не подавляйся. И это как все равно, не будучи пиратом, говорить 1000 чертей вам в глотку там, или еще что-то, карамба. Это смешно и глупо. Никто и не подумает, что ты там, типа, бывший спецназовец. Просто подумает, что ты убогий синяк, который подражает каким-то там своим вымышленным героям. Так что не бойтесь говорить слово «последний». Не от слов зависит это, не от слов. Вот. Вот. Вороны прилетели. А может еще кто? Вон они там. Да нет, это, по-моему, вороны обычные. А тут и вороны есть. Да тут кого только нет. Много хищных птиц. Эй, щука, еще жива. Ну, уже так, надышалась воздуха. Сейчас буду выпутывать. Дело непростое. Он, кстати, то ли через ячею она прошла. В общем, как-то она там запуталась. Вот такая вот рыбина. Нормально так. Положу пока вот сюда. Вот. Ну вот, время пришло щуку чистить. Вот она. Для начала ее надо избавить от мучений. Перед тем, как проводить с ней процедуры жестокие. Потому что еще вон она дышит. Что делать? Такова жизнь. Если бы все, кто едят мясо, курицу, прочее, сами бы убивали этих существ, то, может быть, они бы задумались, стоит ли так часто это делать. Ну ладно, щука, кончился твой век. Ты уж прости меня, но я буду вынужден тебя съесть. Все. Теперь ее надо сполоснуть. И чистить чешую. Эх, хвост, чешуя. Ну как, нельзя сказать, что я ничего не поймал. Вот поймал рыбу. Теперь главное, как мы можем проявить к ней свое почтение, так это полностью съесть. Но я так и планирую. Голову, хвост сварить, а серединку, самое мясо-то где?
Я пожарю. Ну, вроде как. Здесь только осталось немного чешуи. Да. Я сполосну. Такс. Надо ее тут убрать. Она не маячила. Вот. Ну, я ее сейчас предварительно разделаю, но куски-то не буду резать. Разрез я делаю вот так вот, чтобы там, смотрите-ка, икра в ней, что ли. А вон сердце еще бьется. Вон, я не знаю, видно, нет. Вот оно. Все. Вот сердце. Чикатило любил говорить, а сердце еще бьется. Резал там своих, когда жертв. И говорят, даже когда его расстреляли, всадили ему пулю в голову. А он, типа, такой не сразу умер, а успел еще проговорить, а сердце еще бьется. Хотя, может быть, это все и выдумки. Кто его знает, как его там расстреливали. По-хорошему, такого человека расстреливать, это слишком для него жирно. Его такого вешать надо. По-хорошему. Либо там какой-нибудь электрический стул. Но не расстрел. Расстрел — это благородная казнь. Для дворян, для офицеров. А для таких, как Чикатило, расстрел... Ух ты, сука, укусила. Вот какие зубы острые. Под конец-то все-таки отомстила мне. Вот рыба, да? Взяла и укусила. Но сам виноват. Сам. Во всех наших бедах мы виноваты сами. Рассуждал тут про Чикатило. Еще там что-то. Она взяла и укусила меня. Да, о как. Нормально так укусила. Ну ничего, продезинфицируем.
кровь человеческая и кровь щучья смешалась здесь. Да, что-то нормально так она меня куснула. Да. Вон. Как. Нет, все ерунда. Вот, действительно, мистерия озерная. Да, вот как. Наверное, это какой-то знак. Аккуратнее надо быть с зубами щучьими, очень острые они. Вот эти потроха я отдаю. Здесь вот живут ласки или какие-то зверьки, они ночью сжирают. Они очень любят. Вон, сердце-то еще бьется. О, как кровь, кровь. Слабонервным не смотреть. О, кровавая потеха. И лодку даже окропил кровью своей. А вот ведь щука задала мне веселье напоследок. Вот это, кстати, дрянь всю тоже надо вычищать. Вот это вот все. То некоторые не удаляют это, а это неправильно. Вот это вот всю грязь. Вот. Пойду сейчас палец свой дезинфицировать, а то еще какая дрянь попадет туда, нагниет. Кровавая щука. Надо же, отомстила зубками своими. Ах, ну ничего. Я ее за это съем. Вот. Это полуфабрикат такой. Дальше будет у меня это самое, каннибализм. Потому что на ней тоже кровь моя осталась. Вот тут вот где-то. Вот она, кровь. Вот. Каннибализм. Как где-то в Дании был человек, каннибальский ужин устроил. Он, значит, липосакцию сделал себе, а потом этот жир использовал для приготовления котлет. Пригласил друзей, все за стол с вином, там котлеты. Вот. И потом им только сказал спустя время, чтобы они не могли избавиться от этой пищи. Вот такие в Европе в загнивающей-то есть персонажи. Хотя у нас тоже наверняка есть, просто мы об этом не знаем. Тоже всяких хватает. Вот какая пасть. То есть зубы там острые. И взяла и укусила меня. Пойду лечиться сейчас. Да, вот так вот бывает.
Ну вот, промыл я палец. Сейчас посмотрю, что у меня есть из лекарств. Слава богу, за этот поход лекарства никакие ни разу не... О, йод, жаль, пластыри я что-то не вижу в своей коробочке. Все тут есть, только пластырей нет. Это что такое? Мазь от спины. Клей какой-то. Тетрациклиновая мазь. Тоже, кстати, неплохая мазь. Ну, посмотрим. Может быть, йод там еще остался. Да. О, с аппликатором. А, йодом сейчас намажу. И всякие другие повреждения. Больше нет. А вот здесь еще. Вот тут. Где-то еще. И нормально. И продезинфицируется все. А так у меня тут что есть? Вот термометр есть. А, интересно, йод испаряется. Бумажка сама какая стала от йода. Но она приобрела цвет. Может, конечно, она изначально такая была, кто ее знает. Специально для йода сделали, стилизовали. Нас все могут. Мерчендайзеры. Ой. Надо всякие ранки. Вот мазь. Когда вот есть что нарывает, тетрациклин. Еще лучше... А куда она провалилась? Еще лучше гентамицин. Вот это очень эффективные антибиотики. Вот, кстати, еще есть хлорамфеникол, левомицетин в каплях. Тоже антибиотик такой широкого спектра действия. Но это как бы если глаза воспалились. Ну и так можно использовать. Какие еще есть? Клей тут есть, парацетамол. Это что за таблетки? Лапирамид, это от поноса. Кетанов, но это известно от боли, головной боли. Что тут еще? Бинты. Ну, я думаю, что бинты здесь обойдусь я и без бинтов. Не та травма. Ну так, она нормально, кстати, прокусила. Ну, точнее, она, конечно, не прокусила. Да я сам ударился об ее зубы, потому что она уже... Это, как там говорят, по радуге уже вовсю путешествовала. В страну вечной охоты подводной ушла. Так как я пень выписал билет туда, в эту страну. Сам виноват, поранился слегка. Но видно, какие острые зубы. Вот так и режет плетенку щука. Ну вот, йодом обработал. Ну, потом помою вот эту кровь. И все. И никаких проблем. Не будет нарывать. Главное не допустить, чтобы что-то нарывало, гноилось. Вот это плохо. Потому что как опухнет потом палец, и что делать? Сразу, прям как промыть, выдавить всю кровь оттуда. Если что попало внутрь, какие народные тела. Грязь. После чего продезинфицировать спиртом, йодом, хлоргексидином, там, ну, все, что есть. Если, конечно, сильный порез, то надо бинтовать. Потому что так просто кровь не остановится. Тут-то она вот раз и остановилась.
Это как вот кровь в поликлинике. Берут подушечку, пальцы прокололи, и там идет кровь. Много мелких капилляров. Тьфу-тьфу-тьфу, но мне вроде лекарства... А, вот еще тут антибиотик левофлоксацин лежит, одна капсула. Я когда ковидом болел, мне выписывали. Да, вот после болезни ковидом у меня очень сильно нюх ухудшился. Прям только очень сильные запахи чувствуют. Запах дыма там, какие-то там ядреные такие запахи. Что такое ядреные, в общем, чувствую запахи. А тонкие запахи не ощущаю. Ем там фрукты какие-нибудь. Вообще как просто сладкие какие-то пластмассовые шарики. Видимо, навсегда повредился аппарат нюхательный у меня после вируса. 3 раза я болел. И прививки делал раза 3, а то и больше. 1 раз прям тяжело болел ковидом. Задыхался, думал скорую вызвать, а потом передумал. Размышлял так. Я сейчас вызову скорую, меня в ковидник отвезут в этот лепрозорий, что ли, или как он там называется. Обсерватор. В обсерватор. Там куча таких же ковидных. Заразят еще больше. Ну и ладно, там заразят, но просто в нечеловеческих условиях. Думаешь, если помирать, так лучше дома, в нормальных условиях, спокойно так. А не то, что там все кашляют, задыхаются. Кругом люди в халатах в этих. Кормят не пойми чем. А то и вообще не кормят. Страх, ужас, вонь. Не, я думаю, помру лучше дома, ну и нафиг. Вот, и помню в тот момент, когда вот дышать было тяжело, помню, что и соображение как-то у меня трудно считать стало в голове. Я думаю, сложу 2 плюс 2, не пойму, чему это равно. Арифметические действия выполнять было нелегко. Да и вообще как-то соображение затуманилось. Но потом постепенно отпустило. Легче стало. Хотя помню, уже после того, как полегчало, пошел я гулять. Иду и запутался у себя там в районе, потерялся, куда-то ушел. Не могу понять, где я нахожусь, что это за места такие, как выйти вообще оттуда. Потом уже спустя время гулял и удивлялся. Думаю, это все мне знакомо, известно. Но нет, ковид, он отразился на психике. Как бы замечаю некоторые необратимые изменения. Отупел я немного. Может, и не даже значительно. Вот, то есть ковид это мало того, что он для физического тела, так сказать, опасен, он и разум похищает человека. Ну, наверное, полгода-то спустя после болезни тупил. Ну и сейчас тоже туплю. Не так, конечно, сильно, но туплю. Пойду в палатку, потом прихожу, думаю, а что ж я туда пошел взять? Зачем я туда приперся? Потом только вспоминаю, надо было взять батарейки там, или нож, или еще что-то. Вот это вот после ковида память вообще ухудшилась. Инвалидом, можно сказать, стал. Мыслительным. Очень туго соображаю. Очень. Что поделаешь? А кто-то вообще на тот свет отправился. Уже ничего не соображает. Там, вот где-то, где щука сейчас. Хотя она вон висит. Я после того, как почищу, я ее немного на воздухе выдерживаю. Конечно, долго нельзя, а то мухи прилетят. Ну так, чтобы она немного вывесилась, по суше стала. Тогда вот сами куски жарить лучше. А еще что я вам расскажу, друзья. Как я придумал жарить хлеб вчера. Это гениальная находка. Видимо, начал отпускать ковид. Не так уж я и затупил. Сковороду под печь поставил. И кирпичом там подправил снизу. И получилось, что это как гриль такой сверху. То есть вот эта лепешечка,
она пропекается излучением инфракрасным сверху, от дна печи исходящей. То есть сначала ее пропекаю сверху, потом вынимаю из-под печи, ставлю на печь, она пропекает снизу. И вот так получается хороший хлеб. Я вчера еще одну испек так лепешку. Вот буду сейчас печь, постараюсь продемонстрировать. На костре или где-то так не сделаешь, только печь. То есть к ней надо под низ поднести сковороду с этой лепешкой, чтобы сверху жар шел. Ведь проблема какая, когда на сковороде хлеб готовишь? Вот положил ты на сковороду, все, ставишь. Оно снизу-то поджарилось, все нормально, а сверху оно еще жидкое, и перевернуть его толком невозможно, это все нарушится, короче. Ну, или надо какую-то лопатку там, ну, в общем, как-то очень сложно это все, особенно в походных условиях. А тут это как пицца получается, когда жар сверху идет. Раз под печь поставил, она обжарилась, потом ставишь на печь, она обжарилась слегка снизу, и переворачиваешь туда-сюда. И в результате хлеб не пригорает, и внутри все пропекается как надо. То есть, наконец-то, спустя длительное время экспериментов, мне удалось разработать подход к приготовлению хлеба в таких условиях. И впредь я буду практиковать, потому что хлеб вот с дрожжами получился очень даже хороший. Лучше даже магазин, я бы сказал. Это не то, что с содой. С содой такая грубая лепешка получилась. Ну, можно есть, но если совсем с голодухи. А так не в охотку, не в удовольствие. А тут получилось прям хороший хлеб, сладкий хлеб. Ну, конечно, не в прямом смысле сладкий. Сахар я там умеренно добавлял. Он такой обычный белый хлеб. То есть вот из пакета муки можно напечь, ну, наверное, от 6 до 10 таких лепешек. Очень вкусных лепешек, кстати. Да и вообще, чем хлеб магазинный покупать дрянной, лучше хлеб самому печь. Я когда время есть в духовке, пеку дома. Поставлю тесто, все там подойдет, сделаю такой или иной формы хлеб, багеты или круглый, лепешки, булочки. И в печь, в духовку. Быстро запекается. И вкус совсем другой. Потому что то, что в магазине, это дрянь. Это плохой хлеб. Не то. Ну, конечно, муку надо хорошую подбирать. Не скупиться тут. Что все равно это получится намного экономичнее, чем покупать хлеб так. Ну да, придется заморочиться там. Но я делаю это не столько из экономии, даже вообще не из экономии, а из желания поесть вкусный хлеб. Потому что не так часто я хлеб ем, и вот есть эти батоны дурацкие из магазина. Как-то совсем не хочется. Ну, конечно, можно и пирогов наделать, и что угодно, и ту же пиццу. То есть многие люди как живут? Приходят домой, достали сосиски какие-то, быстренько отварили, что-то туда-сюда, поели, и давай в телевизор утыкаться, смотреть. А еще и с пивком. Ну или какой-нибудь от силы суп там куриный с лапшой наварили, это в лучшем случае. Ну там жарят мясо на сковороде. Ну, при хорошем раскладе, так сказать. А то пельмени, да, утром Геркулес, вечером пельмени. В обед там какой-нибудь фастфуд, столовки. Ну и чё? Желудок садит, кишечник портит. Да и здоровье вообще в целом от такой еды не укрепляется. Не любят люди готовить сами. Им бы что по-быстрому разогреть фабрикат какой. А потом жалуются. Ой, у нас то, у нас все. Нефиг жаловаться. Надо еду нормальную готовить. Суп варить. Те же самые рис, гречку, все это делать. Уж хлеб тоже можно самому выпечь. Пироги, компоты пить часто, чай, рыбу есть побольше.
А всякие сосиски, пельмени, ну нафиг, не надо такое есть. Только при крайней нужде, где-то вот, когда другого ничего нет, и вообще выбора нет. Все можно приготовить вкусно. И макароны можно приготовить вкусно. Как вот лапша пад-тай какая-нибудь. Обжарить макароны с луком да с чесноком. С перцем острым, со специями, с пастами всякими, там карри и прочее. Будет такой деликатес. Да те же пельмени, нету фантазии. Вот люди, как бывает, кто-то там приплыл, что ли. Вот еще не хватало. Еще тут ездят. Вчера приехали охотники, вечером уже под ночь. Вот туда вот. И начали стрелять. Как они достали. Только главное, что это внезапно происходит. Резкий звук. Я только что-то, то все присел, задумался, радио у меня тихонько бах! Я думаю, да так вас перетак. Потом бах! Думаю, нафига вам эти утки сдались? У вас один выстрел из этого ружья стоит, как 2 утки. Это утки, они... Что в них такого, я не знаю. Ну вот, опять там стрельба началась. С утра до вечера. То ли сезон охотничий, то ли что. Но главное, вот прям по духам, можно сказать. Вот совсем недалеко пальбу открыли. Вечером все настроение испортили. Хочется в тишине посидеть. То дискотека, то стрельба. Вот летом вот такие минусы тут есть. Но и плюсы тоже есть, что вот можно в шортах, так вот в футболочке, купаться там. Как и везде, и плюсы есть, и минусы. Ладно, пойду хлеб печь. Может, попробую показать, как это получается. Печка — это такой многофункциональный прибор. Вот, во-первых, тут готовятся яйца. Вот яйца. А одно яйцо, как-то вот оно треснуло, вот так вот получилось. Но я его как-то еще использую. Может, пожарить там. Ну, а что самое интересное? Там вот под дымом повесил щуку. Правда, сейчас дым немножко изменил свое направление, чтобы она слегка прокоптилась. Чтоб мухи на нее не садились. Ну все, дым ушел. Печка разогрелась. Сейчас буду жарить хлеб. А хлеб... Вот. Тесто само на сковороде, оно смазано маслом. И сейчас я буду ее жарить под печкой. Щуку только сниму оттуда, она уже нормально так прокоптилась. Опять охотник какой-то приезжал, пулял тут. Вот как. Коптится. Печь — это инструмент, ого-го, какой многофункциональный. Сейчас у меня будет завтрак, что надо завтрак.
печь хорошо раскалилась, я делаю так. Туда. Вот. Под печь поставил, чтобы оно слегка обжарилось с поверхности. Яйца... Ой, раскалилось-то как. Почему там не кипит еще? Да, разогрелась печь. Что надо? Ну, начинает закипать, надо время заметить. Вау, горячая какая. Пусть там стоит. Вот, печка сейчас работает. Температура трубы превысила 300 градусов. Вот, и там она как бы сверху запекается. Вообще вот это пространство под печкой, по идее, можно сделать как духовка. Такой духовой шкаф. Или жарить там шашлыки какие-нибудь, или еще что-то. Ну, то есть аэрогриль такой, идущий сверху жар. Ну, и тут воздух туда-сюда. То есть у нее не только вот эта поверхность для приготовления служит, но и нижняя может быть задействована. А при грамотном подходе, разумном, и боковые поверхности. Например, можно котелок сюда плоский вот так вот приладить. Главное все время что-то придумывать. Не давать своим мозгам закоснеть, заржаветь. Самое страшное, печальное зрелище – это когда человек с остановившимся взглядом, отупевший, ничего ему не надо, только еда и сон. А нет, еще рано. Ну, еще какие-то там удовольствия. Выпивка. Нет, мы должны, пока есть силы, пока есть возможности, все время шевелить своими мозгами, что-то придумывать. Даже по мелочи. Вот как пожарить на печке там снизу, как закоптить щуку на трубе. Все это вот маленькие какие-то придумки, которые очень... Вот туда вот ее поплотнее так. Очень улучшают наше общее самочувствие. Ну и вот так вот хлеб жарится с нижней стороны. И вот параллельно верхнее, нижнее масло. Я там что-то многовато зарядил. Ну ладно. Это сливочное масло. Оно вкусное, впитается. А здесь яйца. Ох. Раскалилось все. Через 5 минут можно будет уже их снимать. Так вот делается хлеб. Столько много масла можно не добавлять. Это я уж последний день тут нахожусь. А щуку подвесил, вот. Покоптилась она слегка. Но все равно мухи садятся, но не так. Они сядут, понюхают и улетают. Но она недолго будет. Я вот закончу с этим хлебом, яйцами и буду жарить щуку и варить в кастрюле голову и хвост. Вон из трубы уже никакой дым не идет. Потому что уже печь раскалилась. Хорошо, купаться потом пойду.
Вот еще какие-то туристы высадились на вторую стоянку. Странные туристы. А до этого тут случилось происшествие. Не хотел, конечно, об этом говорить. Очень некрасивое происшествие было. Парень с девушкой подъехали на лодке ко второй стоянке, на моторной лодке. Парень выскочил с рулоном туалетной бумаги. Походил там. И прям по на вот этой дорожке, по которой сейчас турист вещи тащит, он нагадил. А девушка смотрела на него, и они мило переговаривались. Я думаю, вот ведь глубина отношений. Насколько они доверяют друг другу. Как они близки между собой. Но все же вот что-то в этом есть не то. Такое бесстыдство на дорожке прям накакать. Вот, и теперь люди ходят и боятся наступить. Ну и самое главное, это, конечно, использование туалетной бумаги. Вот приблизительно, где женщина там ковыряется, там-то он и наделал. Какая бумага? Кругом вода. Вот я тоже не понимаю. Вот эти ребята, они притащили с собой несколько бутылок воды. Опять же спрашивается, зачем? Вы что, больные, что ли? Тут воды кубокилометры. Этой воды хватит, не знаю, это исток Волги. Зачем вы берете воду? Взяли, вскипятили и все, тащите еще с собой баклажки. Странные люди. Я вот 2 недели тут живу, вот сегодня ровно 2 недели. Все на озерной воде. Ну и что? Никаких отклонений здоровья не наблюдается. Наоборот, только улучшение. В общем, странно. Много странного в этом мире. Понятно, там в сухую пустыню еще воду с собой тащить. Но на берег озера, ребят, вы чего? Что-то у вас не в порядке. Ветер дует. Я попробую пофокусировать немного. Да, тут пофокусируешь. Чуть трогаешь прибор и... Ну, наверное, вот так. Что-то она там роется в этом мангале. Что она там хочет найти, я не знаю. Там мусор один. Ничего другого там нет. Я там был, смотрел. Зря она думает, что в этом мангале могло быть что-то ценное. Да еще и трясет. Че трясти? Там ничего нет. Ты не тряси, ты иди в лес за дровами, пока не стемнело. А трясти можно и потом, в темноте. Да, конечно, несовершенство оптической системы сказывается, что такое понижение контраста. Но это еще вот здесь вот свет попадает между объективом трубы и самой камерой телефона. Через длиннофокусный объектив очень красиво выглядит вода. Очень так вот
впечатляющий, потому что он сжимает как бы пространство, и вода становится более живой. Что они там делают в темноте? Копается в каких-то сумках, коробках, что там она делает. А тут ветер поднимается. Видно, что берег больше освещен, чем глубина там, вот пространство. Поэтому она немножко в темноте там. Ну, вроде видно. В общем, будет у меня теперь развлечение. Вот проходит последний день, как весело. Щуку поймал, хлеб испек. Ну и теперь будет на что и посмотреть. И хлеба, и зрелищ, как говорится, всего в достатке. Печь растопил. Сейчас помою щуку как следует. Поставлю голову и хвост вариться. А это самое остальное мясо буду жарить с луком. Вот у меня как раз 2 луковицы. Одна пойдет на уху, а другая пойдет на обжарку. Может, даже на уху луковицы, а 1,5 на обжарку. Сейчас решу. Важно, конечно, понять, как лучше сделать. Вот она там туда-сюда ходит. Такая туристка мощная достаточно. Ей необходима физическая нагрузка. Не зря они поехали в плавание. Помашет веслами, сбросит вес. Ну и вообще оздоровиться. Она хоть не голая там ходит. Еще заблокируют на YouTube за такие видео. Да нет, вроде в купальнике. Тут всякое можно увидеть. Пикантные сцены были. Очень даже. Ну, это жизнь. Как вот пингвины, допустим, в Антарктиде живут. Когда впервые англичане приехали туда, еще в конце 19 века, увидели эти миллионные колонии пингвинов, ну и записали все их поведение, как они там себя вели. А приехали в Королевское общество, сдали бумаги, там прочитали, ужаснулись и запретили публикацию, потому что там, ну, такой содом творился, что, в общем, упаси бог. В то время как бы чопорное викторианское общество было не готово принять такую реальность. Еще и там морские котики в этом всем участвуют. Ну, не те, что спецподразделения американские, какие-то там десантники, а самые, что ни на есть, морские котики, животные такие, с ластами, жирные, большущие. Ой, что они творят. Ну, в общем, кому интересно, могут сами ознакомиться с этим всем делом. Так вот и тут нечто подобное. Не. Сейчас, слава богу, общество другое. Никого эти истории про пингвинов вообще не смущают ни разу. Ну, пингвины, ну, мало ли. Да что бы они там не делали, какая нам разница? Это же пингвины, птицы такие, в южном полушарии живут. Вот, кстати, вот интересно, почему никто не займется интродуцированием пингвинов в северное полушарие, в арктические моря? А того же белого медведя, например, было бы неплохо выпустить в Антарктиде. Пусть бы он там пингвинов этих пощипал. А тут они размножатся на севере у нас, на Кольском полуострове, на Таймыре.
И люди будут ездить, смотреть, деньги платить большие за такое зрелище. Ну и медведям, опять же, это они как бы под угрозой уничтожения, медведи сейчас белые. А будет много пингвинов, им будет проще выживать там на островах Врангеля там, или где они там, Новосибирских островах. В тех местах они живут. Карское море, Восточно-Сибирское, Лаптевых, вот там вот много медведей. Сейчас таяние происходит ледников, льдов там всяких. И они уже все, на моржете не могут охотиться, вода открыта. Они, конечно, могут плавать, но им надо именно вот караулить, как морж высунется из полыньи. Тут-то он и бросается на него. Ну или когда они на льду лежат, моржи. А в воде они как-то не очень. Да там еще и другие хищники, касатки какие-нибудь. Они могут и самого медведя съесть. Им что морж, что медведь, все одно. Ну, у медведя шансов, супротив касатки, никаких нет. Это ей на один зуб медведь такой. Она еще побалуется сначала, подбрасывает животное вверх из воды. Куснет и подбросит. Ну, как кошки делают. Только она много тонн весит. Слышал я историю о водолазах. Что где-то на Сахалине, не то на Камчатке водолазные работы проводились вблизи берега. Ну, водолаз там то всплывал, то погружался, что-то не небольшой глубине все это было. Может, сварку проводили, кто их знает, может, провода протягивали. Это неизвестно. И тут с берега заметили в бинокль, что стая касаток приближается. Ну и сообщили водолазу, чтобы он на поверхность воды не поднимался. А у него же тоже запас там воздуха не бесконечный. Ему выбор такой: либо утонуть под водой, захлебнуться там, либо сожрут его киты хищные, касатки которые. Вот, и водолаз этот, не будь дурак, сообразил. А как не сообразить? Жить захочешь, тут и сообразишь. Там кабель какой-то был по дну проложен на глубине метров 15. И вот он опустился туда и, цепляясь за этот кабель, полз по дну до самого берега. Чтобы, не дай бог, на плаву не оказаться. Потому что иначе касатки его подбросили в воздух, как моржа, да и пожрали бы. Вот и все. Ну ладно, жизнь туристов, конечно, дело интересное. Но посмотреть за этим можно будет и позже. А сейчас я займусь все-таки приготовлением пищи. Времени уже много, сейчас уже 7 час. Вот я приготовлю эту пищу, а именно уху и жареную рыбу. И потом буду, когда печь остынет, ее разбирать. Вот и все, ее цикл работы будет завершен. Можно сказать, в этом году месяц непрерывно работала печь. Это там кто-то еще. Кто-то там шатается. Да, эта женщина что-то там ковыряется в пакетах. Ой, кашель, что там. Ну так, в общем, ситуация такая. Буду готовить, потом печь разбирать. Месяц проработала. 2 недели сейчас, 2 недели весной. 4 недели. Каждый день на ней полноценно готовил. Визуальных изменений нет. Ничего там не прогорело, не деформировалось. Как была, так и есть. Я думаю, она еще и много лет проработает. Так же точно. То есть печь — это прибор достойный. Я еще далеко не все познал его тонкости. Вот только вот буквально
вчера догадался, как под печкой жарить на сковороде хлеб сверху. А сколько еще таких находок? Ну и, конечно, мечтаю про электростанцию печную. Элементы пельтье, то все. Эх, может быть, когда-нибудь получится. Было бы, конечно, интересно посмотреть, как если там 30 ватт один элемент, а скажем 2 это 60 ватт. Такую зарядку можно устроить. Ноутбук запитывать от этой печки. А уж телефон-то вообще как семечки. В ней-то сколько киловатт там? Там много киловатт в этой печке. Все в трубу летит. Хоть бы чуть-чуть, вот 60, там 50 ватт от нее на электричество забрать. Этого было бы достаточно. Да, ну ладно, пора приступать к делам. Время не дремя. Вот, потрудился я не слабо. Такое вот бревно притащил из леса. Почти полный ствол этой березы. Вон второй ствол лежит. Ну, думаю, прощальный костер, чтобы был нормальный такой. Не то, что какой-то кастрик, а костер. Вот. Ну, конечно, долго засиживаться я не буду. Сколько сгорит, только столько и сгорит. Такой цели, чтобы все прям сжечь, нету. Половина сгорит, и то хорошо. Ну и что останется, другие туристы приедут и порадуются. Ой, печь-то вся прогорела. Ну ничего страшного, сейчас шишек туда добавлю. Пока я за туристами наблюдал. Интересные ребята, конечно. Ничего не скажешь. Купаться сейчас пошли. Нудисты они, что ли. Даже неловко как-то. Одно дело за туристами смотреть, другое дело за нудистами. Ну что ж, тот же самый царь, вот последний российский император Николай II, он голый любил купаться. Да и Ленин голый купался. Да и я тоже купаюсь голый. Ничего в этом нет такого. Один мудрый человек сказал: под одеждой все мы голые. Ну и что? Надо спокойно к этому относиться. Голый, голый, ну и что? Рождается человек тоже голым. Так что это все нормально. Это уже издержки нашего общества больного. Что голые люди типа вызывают какое-то возмущение, а когда люди творят всякие злодеяния, это типа нормально. Уж лучше бы голые купались, чем убивали друг друга. Но доживем ли мы до этого? Мне кажется, я точно не доживу. А может, какие-нибудь там потомки сотой там степени, поколения сотни там после нас, может, они осознают, что вон моторка едет. Вот она. Может, потом в дальнейшем люди осознают, что, как Джон Леннон говорил, надо так действовать. Ох, как она надрывается. Гудел пароход, надрывался. И моторка надрывается. Еле едет. Медленно, медленно. Вот это самые худшие моторки такие. Она никак не приедет. А вон она вылазит из-за дерева. Самые худшие моторки. Медленные и такие вот с неприятным звуком, похожим на какой-то отвратительный механизм, который тарахтит. Ну да ладно, бог с ней. Пусть все тарахтит. Вот солнце как в ветвях. Вот такие вот тени длинные. Очень красиво. Ладно, что-то я сегодня слишком много уделяю внимания видеосъемкам.
Все тарахтит, все тарахтит. Пойду делать уху. А это все остальное потом. Зарядился у меня повербанк так неплохо. Уже 99%. Вот придется вершу тут схоронить. Придется закапывать вершу. Вот верша. Потому что туда я уж к ним не поеду, к туристам. А что я приеду, скажу: здравствуйте, ребята, я пришел вас тут вершу спрятать. Скажут: да, спасибо большое, прячьте, конечно, на здоровье. Не успею я от берега отчалить, как они уже ее найдут и будут сами ее использовать, перепрячут потом. Нет, я туда не поеду прятать вершу. Я ее спрячу здесь, на острове, в определенном месте. Конечно, не буду это место афишировать, потому что, мало ли, среди миллионов людей, которые просмотрят это видео, может, найдется такой, кто захочет поживиться этой вершей. Тоже не исключено. Всякое возможно. Может, кто-то захочет пойти по стопам, так сказать. Кто знает. Вот, а завтра палатку соберу. Быстро вещи покидаю в рюкзак. И все. Попрощаюсь с озером. И в поезд. Такой долгий, нудный поезд. Еще около Москвы стоит 40 минут. Эх, ну что делать? Вот такой вот последний день. Хороший день. Хоть и последний. Ну и удочки сейчас сверну. Буду сворачивать. На большой спиннинг я мало ловил. Только в начале выловил на него как раз крупную щуку. А на этот всех остальных. Казался он очень практичен для лодки. Хотя и не сильно он короче, но на полметра, наверное. Вот, очень хороший шнур. Впечатлился шнуром. Как шнур этот работает. Как раз для короткого спиннинга самое то. В общем, все как-то так. А на том берегу... Что там творится на том берегу? Ладно, посмотрю потом. Так, вечер, можно сказать, уже ночь последнего дня. Лодка лежит, ждет завтрашней поездки. Палатка. Я уже антенну смотал от радио, снял с дерева. Вот оно стоит без антенны. Ну, там встроенная есть, попробую на нее половить. Смотрел в сторону туристов. Ну, конечно, они тоже не очень хорошо сообразили. Не собрали дрова. Ходят там, собирают какие-то веточки. Вот. Это костер. Королевский костер. Прощальный костер. Печь остывает. Сейчас буду тоже разбирать ее. Послужила она верой и правдой. Ну, а что тут осталось? Береста. Вот эту ветку я тоже сожгу. Ну, останутся тут, конечно, какие-то куски вот этих вот стволов. Как раз хорошие такие пеньки. Поленцы такие. Чтоб жечь. Другие туристы придут сюда. Ну и сожгут. Потому что тут с дровами не очень хорошо. Мне не жалко, пусть жгут. Там вот еще компот стоит невыпитый. Сейчас у меня будет шикарный ужин. У меня тут уха в кастрюльке. А на печке, чтоб не остывало, щука, пожаренная с луком.
Сначала я пожарил лук, отложил его, чтобы он пережарился. Потом щуку пожарил, потом все это объединил. И вот они стоят, насыщаются ароматами там. Вот такое вот бревно лежит. Метра 4-5 длину оно. Вот это костер. А то что там из веточек, из палочек, из шишечек. Это костерок. А вот костер. Да еще пару таких сверху. Это был бы, да, костер. Просто люди, когда говорят костер, они думают, вот такой маленький костерочек там. Ну что в нем толку? Действительно, газовая горелка лучше. Но вот с таким вот никакая газовая горелка не сравнится. В нем сила, мощь. Это камин. Как ощущение, что находишься в замке, в зале какой-то. Кругом такие вот стены из сосен и елей. И вот, пожалуйста, камин. Центр притяжения. Так сказать, то, за что может взгляд зацепиться. Ну и тепло идет. Я вот стою 2 метра от костра. Такое тепло конкретное. А ближе подойдешь, там жарко вообще. Сейчас буду лопату разбирать. Очень она мне хорошо послужила. Вот лопата. Титановая лопата. Сделал в этот раз ей ручку побольше такую. Ну, чтоб лопата была где-то по пояс приблизительно. Удобней так. И к костру можно не так близко подходить. Ну и копать удобней. Вершу закопал свою, спрятал. Да, что-то фонарь, что ли, у меня садится. Ладно, на этом пока. Опа. Во. Это что-то с ним, с его кнопочкой что-то там делается. Ну, в общем, пока, наверное, все. Прощаюсь я с этим местом. Звезд почти нет, небо облачное. Как бы ветра завтра не было. Вот это меньше всего хотелось. Но я встану рано, в 6 часов. Очень быстро соберусь и поплыву. Потому что поезд у меня в час дня, 12:55. Или 51. Ну, в общем, так. Вот мощь костра. Сила костра. Воду съездил, сейчас набрал, что вода должна быть. Мало ли что. Ну и вот готовлю. Сейчас мне главное печку разобрать, упаковать ее, ничего не потерять. Там столько наросло этого нагара, его стрясти надо будет. Ну, вообще так очистить. Ну, вообще печка, конечно, шикарная. Если есть возможность, обязательно обзаведитесь такой печью. И походы тогда на природу станут настоящим наслаждением. Ну и костры. Не стоит забывать про костры. Это тоже величайшее удовольствие.